Привет всем! В последнее время мы все заметили в движениях Чонгука нечто особенное, что очень напоминает нам Тэхёна. Хотя мы давно не видели Тэкука вместе, Чонгук всегда находит способ показать нам, где находится его сердце. На этот раз он ясно дал это понять жестом, который мы увидели в недавнем видео. Этот жест напомнил нам об эпохе Динамите. У этой пары из BTS всегда была такая динамика, которая заставляла фанатов обращать внимание на каждую мелочь. Тэкук и Тэхён чувствуют себя вместе настолько особенными, и для многих, кто следит за ними, подобные вещи редко считаются совпадениями. Мы ясно видим, как Чон Чонгук делает жест, очень похожий на тот, который когда-то делал Ким Тэхён, простой момент, который сразу же напоминает многим фанатам об их близости. Для некоторых наблюдателей то, что мы увидели, было не просто совпадением, это было небольшое напоминание о том, что Чонгук хранит воспоминания о Тэхёне в своей повседневной жизни. Эти маленькие жесты, кажется, стали языком, понятным только им двоим. Это может показаться простым для других, но имеет эмоциональное значение для тех, кто долгое время следил за их отношениями. Многие фанаты посчитали этот жест искренним. Это была не просто спонтанная реакция перед камерой, а отражение привычек, сформировавшихся за годы их близости. Чонгук, казалось, подтвердил то, что многие чувствовали. Тэхён по-прежнему занимал особое место в его памяти, даже когда они не были вместе. Однако, как обычно, не все разделяли это мнение. Некоторые считали, что имитация была просто демонстрацией внимания. Эта точка зрения показалась некоторым фанатам забавной. Вместо того, чтобы принять очевидное, некоторые предпочли придумать свои собственные истории, чтобы избежать признания возможности очень сильной связи между ними. На самом деле многие увидели прекрасные и прочные отношения, которые постоянно проявлялись через небольшие, повторяющиеся действия на протяжении времени. Тэхёну и Чонгуку не всегда нужны были слова, чтобы выразить свою близость, иногда было достаточно имитировать жесты, улыбки или реакции друг друга. Что делало эту ситуацию еще более захватывающей, так это то, что Чонгук, казалось, не пытался изображать что-то неуместное, он вел себя естественно. Именно эта спонтанность делала его отношения с Тэхёном такими особенными, они не выглядели постановочными или срежиссированными. Когда Чонгук имитирует движение Тэхёна, многие фанаты считают это результатом долгого времени, проведенного вместе. Когда человек проводит много времени с очень близким человеком, часто неосознанно развиваются небольшие привычки. Во многих близких отношениях это часто так: движения, выражение лиц, даже смех могут стать похожими. Как будто между ними существует некий тайный язык, который, возможно, полностью понимают только они двое. Однако время от времени фанаты чувствуют себя счастливыми, уловив проблески этого языка через небольшие жесты, взгляды или спонтанные реакции. Каждый раз, когда Чонгук делает что-то, напоминающее Тэхёна, многие чувствуют себя свидетелями глубоко личного момента. Это не было постановочным, а возникло естественно. Как будто присутствие Тэхёна продолжает влиять на Чонгука, даже когда они не вместе. Небольшие отсылки к Тэхёну в поступках Чонгука часто воспринимаются как свидетельство важности этой фигуры в его жизни. Это сложно подделать, потому что это спонтанно. Многие фанаты считают, что эти моменты демонстрируют эмоциональную честность, редко встречающуюся в мире развлечений. Есть также старые воспоминания, которые фанаты часто вспоминают. Один из таких моментов произошел около 3 лет назад, когда Тэхён и Чонгук вместе посетили мюзикл Пак Хёшина. Этот момент был еще более особенным, потому что они были не одни, они были со своими друзьями из Uber Squad, включая Пак Хён Сика и Пак Саджуна. Эта встреча показала, насколько тесно связаны их круг друзей, крепкая сеть дружбы часто способствует укреплению отношений. Для многих фанатов такие моменты демонстрируют, что Тэхён и Чонгук всегда находят способы проводить время вместе и создавать воспоминания. Мюзикл, возможно, лишь один из многих моментов, известных публике, вероятно, существует гораздо больше воспоминаний, никогда не рассказанных миру. Именно это делает их отношения такими привлекательными для поклонников, всегда есть личная сторона, известная только им самим. Некоторые также помнят, как Тэхёна пригласили на радиошоу Пак Хёшина, тогда многие не знали об их дружбе. Но теперь, когда появились новые истории, все стало понятнее.
Интересно, что у Чингука тоже довольно близкие отношения с певцом, он даже прямо упоминал об этой близости. Во время одного из своих военных концертов Чингук рассказал, что у него есть номер телефона Пак Хёшина, певец даже пообещал дать ему уроки вокала. Отношения между ними тремя показывают, насколько тесно переплетены их дружеские отношения. Когда два человека вращаются в одном кругу друзей, их связь часто становится крепче. Один особенно трогательный момент для поклонников – это исполнение Чингуком песни «Уинтер Эрхит» на военном концерте. Для многих выбор этой песни показался особенно значимым. Более того, Чингук также с большим волнением исполнил песни «Goodbye» и «Бред». Еще интереснее то, что Тэхён тоже спел «Бред» во время своего выступления на шоу In the Soup BTS Ver. Этот совместный выбор песни часто называют прекрасной музыкальной связью, даже когда они поют по отдельности, многие чувствуют, что их голосы дополняют друг друга. Именно поэтому многие фанаты с нетерпением ждут моментов, когда Тэхён и Чингук выступают вместе. Когда они находятся в одном месте, они часто создают очень особую энергетику. Хотя из-за военной службы их не так часто видят вместе, как раньше, воспоминания, которые они разделили за эти годы, остаются дорогими сердцу фанатов. Каждый маленький момент, будь то день на мюзикле, взгляд, запечатленный на камеру, или спонтанная песня, становится заветным воспоминанием для многих. Что больше всего восхищает в Тэхёне и Чингуке, так это то, как они сохраняют свою близость, несмотря на огромное давление, связанное с тем, что они публичные личности. Слава, плотный график и внимание публики никогда полностью не меняют их взаимодействия. За эти годы многие заметили закономерность в том, как они смотрят друг на друга. Это был не просто короткий взгляд, а взгляд, длившийся несколько секунд. Когда один говорил, другой внимательно слушал, когда один улыбался, другой почти всегда отвечал улыбкой. Такая реакция повторялась неоднократно, как на камеру, так и вне сцены. Если Тэхён отходил в сторону, Чингук часто следовал за его взглядом, если Чингук подходил ближе, Тэхён не отходил. Они сохраняли близкую дистанцию, иногда их руки соприкасались без всякой неловкости. Их тела казались расслабленными рядом друг с другом, признак комфорта, который трудно подделать. Это чувство защищенности является важной частью крепких отношений, и многие чувствовали, что оно было очевидно между Тэхёном и Чингуком. Чингук часто своими действиями показывал, что Тэхён занимает особое место в его жизни, выражение его лица изменилось, когда он посмотрел на Тэхёна. Его лицо стало мягче, его внимание стало более сосредоточенным. Многие заметили, что такое поведение не всегда проявлялось в его общении с другими. С Тэхёном было больше близости, больше общих улыбок. Чингук, кажется, не слишком заботится о том, что подумают другие, он действует в соответствии со своими чувствами. Такое поведение часто воспринимается как признак зрелости и уверенности, особенно в среде, где каждое его движение находится под пристальным вниманием. Тэхён реагирует аналогично, когда Чингук называет его по имени, он часто сразу же улыбается. Реакция быстрая и искренняя, он поддерживает зрительный контакт без колебаний. Если Чингук подходит, Тэхён остается на месте, между ними нет никаких признаков дистанции. Напротив, очевидно, что им комфортно, как будто они понимают друг друга без особых объяснений. То, как они общаются с помощью простых жестов, говорит о том, что они пережили много совместного опыта, опыт, сформировавший их близость. Долгие взгляды, мимолетные улыбки, физическая близость и постоянное внимание. Все это говорит о том, что отношения между Чон Чингуком и Ким Тэхёном невероятно крепки. Этот взгляд часто возникает спонтанно, без предупреждения, без преувеличенных слов. Когда Чон Чингук смотрит на Ким Тэхёна, в его взгляде ощущается явное спокойствие, словно он убеждается в безопасности человека, который ему дорог. Для многих поклонников BTS такие моменты всегда кажутся невероятно искренними, потому что такое выражение лица трудно долго притворяться. С течением времени в памяти фанатов всплывают различные фрагменты воспоминаний, от концертных выступлений и развлекательных шоу до случайных моментов за кулисами. Все эти маленькие фрагменты образуют цельную картину, близость, которая медленно росла на протяжении многих лет.
Неудивительно, что каждый маленький жест, даже такой простой, как улыбка или жест рукой, может вызвать долгие дискуссии среди фанатов, которые так долго следили за их творческим путем.